Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я поделюсь с вами подробным рецептом, как правильно сварить рис для суши и приготовить для него соус. На мой взгляд, он получается просто идеальный, а значит суши будут самые вкусные. Для рецепта я буду использовать вот такой японский рис для суши. У меня здесь пакетик 500 граммов. Я специально высыпаю его в чашку, чтобы показать, сколько я буду брать воды. Вот посмотрите, у меня получилась ровно вот такая чашка риса. Здесь, кстати, даже больше, чем 500 граммов, 511. Обратите внимание, какой рис надо использовать. Он должен быть вот такой круглый. Желательно, чтобы рис был свежий. Тогда он пахнет и в нем достаточно много влаги. Конечно, тогда такой рис для суши получается самый вкусный. И теперь я беру точно такую же чашку. Я ее поставила на весы, чтобы показать, сколько миллилитров воды получится. И наливаю воду. Надо взять точно такое же количество воды. Итак, я налила полную чашку воды, и у меня получилось 535 миллилитров. То есть для приготовления риса для суши вам даже не понадобятся весы. Вы можете взять одинаковое количество по объему риса и воды. По весу воды получается чуть-чуть больше. И теперь очень важный момент. Рис надо хорошо промыть до прозрачной воды. Пересыпаю его в большую миску и хорошо промываю. Первая вода получается самая мутная из-за пыли от шлифовки риса. И сейчас уже дальше промываю до прозрачной воды. Промывать рис надо аккуратно, чтобы не сломать рисинки. Не надо его тереть. Чем лучше промоете рис, тем вкуснее он получится. Приготовление риса для суши и приготовление риса так, как готовят его в Азии, немного отличается. Когда готовим рис для суши, добавляем больше воды, так как здесь используем и другой сорт риса. Как сварить рис так, как его готовят во Вьетнаме, в Китае, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Я там все очень подробно рассказываю. У меня вода уже стала абсолютно прозрачная. Рис хорошо промыла. Дайте рису немного постоять в сите, чтобы стекла лишняя влага и он немного подсох. Буквально 5 минут. Рис перекладываю в кастрюлю. Заливаю водой. Кстати, сразу покажу. Я подготовила крышку. Как видите, у меня крышка с отверстием. Поэтому я закрыла это отверстие просто зубочистками, чтобы не выходил пар. Поставила кастрюлю на плиту и довожу рис до кипения. Вода закипела. Делаю нагрев меньше. Рис быстро перемешиваю. Закрываю все крышкой. И теперь на минимальном огне готовлю рис ровно 15 минут. Я оставила нагрев. У меня самый большой это 9. Сейчас у меня стоит кастрюля на двойке. Крышку не поднимаем. У меня прошло 15 минут. Я плиту выключаю. Крышку не открываю. Оставляю рис под закрытой крышкой, ничего не размешивая, еще на 15 минут, чтобы он доготовился паром. Готовлю соус для риса. Для этого я буду использовать вот такой уксус специально для суши. Обращаю ваше внимание, здесь уксус 3%, рисовый 3% уксус. Если вы используете уксус, допустим, 7-9%, тогда разбавьте его водой. Я вливаю в сотейник 50 граммов уксуса. Добавляю чайную ложку соли, это 5 граммов, и добавляю сахар, 3 полные столовые ложки. Здесь у меня получилось 40 граммов сахара. У меня эти столовые ложки небольшие, можно сказать, что это даже десертная ложка. Я поставила уксус с сахаром и солью на плиту. Мне надо, чтобы сахар и соль полностью растворились. Доводить до кипения в принципе ничего не надо. Просто прогреваем, перемешиваем до полного растворения. И чтобы уксус в итоге потом стал прозрачный. Вот у меня стала абсолютно прозрачная жидкость. Все готово. Итак, у меня прошло еще 15 минут. И рис уже полностью готов. Перемешаю деревянной лопаткой, это даже удобнее. Посмотрите, какая красота получилась.
прямо совсем со дна я ничего не достаю, чтобы не попался рис, который, допустим, немного более темный. Перекладываю рис вот в такую широкую тарелку. Хочу вам показать, видите, у меня на дне вот рис, он не пристал, он просто чуть-чуть вот так вот подрумянился. Этот рис на самом деле очень вкусный, в Азии его все очень любят. Но для суши я его, конечно, не использую, поэтому только беру вот этот рис, который сверху. Теперь равномерно все поливаю соусом. И перемешиваю. Это получается просто идеальный рис для суши. Сейчас надо дать ему еще время постоять, чтобы вот этот соус впитался в рис. Буквально минут 15. Рис я сейчас ничем не накрываю, просто оставляю вот так вот на столе. Если хотите, можно прикрыть его просто чистым полотенцем. Посмотрите, буквально прошло 10 минут, соус уже полностью впитался. Какой рис получился! Каждая рисинка отдельно. Великолепно! Теперь из этого риса можно готовить суши. Они будут очень вкусные. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!